Бренд Мори представляет. Сначала этот парень поразил нас своей скоростью на турнире в Латышино. Если сил нету, то старта тоже не будет. Без силы стартовать это, не видел я таких еще. Затем мы услышали страшную историю о том, что он запросто может оторвать бицепс любому великану. В дружеском поединке Алижан Муратов кусочек мышцы мне порвал. Я такие большие веса делал на тот момент, но Алижана бицепс оказался сильнее. И только на днях вспомнили, что забыли о том, что еще в октябре записали с ним небольшое интервью. И поэтому сегодня мы спешим исправиться и готовы рассказать вам, как тренируется, где работает и как, собственно, пришел в армрестлинг Алижан Муратов. И еще, чем он похож на Дениса Цыпленкова. И в это путешествие в Казахстан мы отправимся вместе с брендом Мори. Потому что железный рейтинг уже давно отказался от этих дурацких пакетов и сохраняет свой спортивный стиль и комфорт, даже в мелочах. Ссылку на сайт Мори вы найдете в описании к этому видео. Ну а нас ждет встреча с Алижаном Муратовым. В 5 классе я учился, жил в поселке. Хулиганом был дома. И братан один раз домой приходит, говорит: ты давай чем-нибудь займи себя, а то вечно гуляешь, пропадаешь. Он постоянно искал меня, ругал, короче, и пришлось идти в секцию армрестлинга. Почему я выбрал армрестлинг? Потому что развитый такой спорт был у нас в селе, армрестлинг был. У нас тогда уже призеры мира были. Вот такие. Это 5 класс? Да, в 5 классе я пошел. Сколько тебе было лет? Мне 11 лет было. 11 лет пошел, потом в феврале месяце, 20 числа, до сих пор помню. Потом в мае 7 у меня день рождения, уже 12 лет мне было. Я занимался, получается, до 13 года у меня, 2008 и 13 год, 5 лет у меня, результатов таких не было. И в 13 году я первый раз чемпионат Казахстана выиграл лицензию на чемпионат мира на левой руке. И первый раз на чемпионат мира поехал в Польшу в 2013 году, где я занял 2 место. Это среди юниоров? Да, среди юниоров мне тогда, сколько там, 16-17 лет было. Алижана я уже, наверное, знаю лет 5-6. Он еще молодым юниором, так скажем, переехал со своего города Усть-Каменогорска, с востока к нам в Астану. По семейным обстоятельствам пришлось ему переехать. И вот он начал заниматься у меня вместе со всеми, вместе с Георгием Дирановым, Александром Кабесовым, Заир Ахмедов, тоже у нас многократный чемпион. И вот достиг таких хороших результатов. Он стал чемпионом на Кубке мира года 2-3 назад. И вот прошлый год, позапрошлый год он в своей весовой категории становится чемпионом мира двукратным среди взрослых. And it is Alижан Муратов who takes the win. Я тут поездил, немножко посмотрел. У вас очень много караоке. Да, здесь у нас любят петь люди. По субботам, по пятницам здесь в основном караоке тусят. А ты ходишь в караоке? Ты нам будешь петь сегодня? Не знаю. Иногда я хожу. Так, чисто. Но иногда. А что поешь? Кавказскую музыку. Лезгинку. Да, я особо не увлекаюсь, просто так для себя иногда. Когда приспичит. И то сам не хожу, когда друзья позовут, тогда. Живешь сейчас в Астане? Сейчас живу в данное время в городе Астане. Тренируюсь там, работаю. Работаешь ты? Я на себя работаю. На армрестлинге чисто сейчас не проживешь, потому что это мое хобби. Я на этом чисто получил удовольствие. За эти $200 я, например, не проживу. Я просто для себя хобби, нравится, занимаюсь. Когда у меня получается, надо делать, если получается. У кого-то есть желание, но не получается. Мне вообще надо выбирать одно русло. Если чисто спорт, ты должен зарабатывать в спорте, делать, не пропускать, больше времени уделять на это. И что получалось. А здесь у нас по-любому надо совмещать надо все.
Напомним, что ударной у Алижана является левая рука. Именно на ней он одержал все свои главные победы. Правая у него травмирована и не разгибается даже больше, чем у Дениса Цыпленкова. Но они самые, нету дискомфорта, болей нету? Ну, болят, да, вот боковое движение, когда крюк борюсь, болит. А так, не беспокоит тоже. Ну, лет 10 уже. Нет, 10 лет уже прошло. Я травмировал. 2 раза ломал. Ты только налево, да, сейчас? Да, налево. А ты тренируешь их одинаково? Нет. У меня левая в круг тренирую, а правый вверх чисто тренируюсь. И то правая болючая рука и не дорабатываю. Ну, главное, больше времени на левую руку уделяю. Но несмотря на травму, Алижан пытается бороться и на правой. Так же красиво, как и на левых. На правых у него получается не всегда. Но на турнире в Латышино на правых он смог вырвать победу у Георгия Таутиева. Подержи, устань. Давай, вырубай. Сейчас смотрите. И сейчас самое время поговорить о важных для Алижана поединках. Знаковой победы. Я на сибирском медведе год назад боролся с Алютки. Я на левый второй стал, да, после Орехова. Орехов он прям хотел побороться, но мне не давали, да, побороться там на связках, хотел побороться. И у меня такое желание было прям, ну, от души побороться с ним. И вот как раз было то, что с ним дали побороться, вот срыв сделал, и в связках мне очень понравилось. Хорошая борьба, схватка была. Ну, от души было просто мне. Вот такая вот ситуация там. Да. То есть ты остался доволен? Да, остался доволен этой схваткой. А есть кто-то, вот, кого тебе пока не пройти, а хочется пройти? Лалетина хотел бы. С Лалетиным, ну, надо брать выше. Да. Правильно. Да. Ну, боролся с ним? Не боролся. Не боролся еще, да, с ним? Просто интересно с ним побороться, как вообще. Так Жохом не боролся? Нет, не боролся. Вот как раз вообще в прошлом году, до этого случая, ну, я ехал как раз, хотел вообще с ними побороться, и вот такая вот ситуация случилась, и не было возможности, в общем, побороться. Я механикой правую руку качаю, чтобы не отставал. Просто надо уметь ездить. Алижан говорит, что самая крутая достопримечательность Астаны – это их качалочка. Говорит, на остальное можно даже не смотреть. Я с ним согласен, но для вас, для зрителей, хочется показать немножечко Астаны. Мы сейчас едем к району Экспо. Это у нас центр, так называется, в смысле, где проводилась выставка международная Экспо 2017 году. Вот. Здесь после Экспо вот эти здания, строения и вот этот самый большой шар этот. Сейчас вы его увидите. Астана или Нур-Султан, кому как нравится, город и вправду красивый. Но согласимся с Алижаном, сегодня для нас главная столичная достопримечательность – это качалка Аграрно-технического университета имени Сейфиуллина. Главное, чтобы здесь давление было, постоянно рука напряженная состоит из стартового положения. Ну, главное, чтобы положение было все время стартовое, да? Да, вот, чтобы... Некоторые вот отсюда вот до сюда вот делают, вот, видите? И когда они с остатком борются, неудобно бороться. Не могут продавить, потому что у них вот здесь вот включается, потому что напряжение вот здесь начинается вот так. Когда вот здесь центр кисть сбивает, у них уже руки не включаются, потому что у них рабочая зона здесь. Когда отдыхаю я,
тренируюсь где-то 3 раза в неделю. Там. Ну, через день, да, поддерживающий, там много не тружусь. А перед соревнованием, например, перед чемпионатом мира, я уже полноценно, только в воскресенье я отдыхаю, каждый день по 1,5 часа. Но я больше 1,5 часа не могу заниматься, у меня уже истощение идет, у меня уже желание пропадает. Мне главное прийти в зал, сделать упражнения, которые, 3 упражнения делаю, максимум 4, вот так вот, по желанию. Бывает, не бывает настроения, могу и прийти в зал и обратно собраться, уйти. И, в принципе, я так прям не гружу себя, чтобы, за что рвать связки, например, да, если желания нету. Чисто для себя занимаюсь. Все, раз в неделю у меня получается круг идет. Раз в неделю все гружу. В понедельник бицепс сделаю, вторник либо общефизическое что-нибудь сделаю, потом в среду кисть гружу конкретно. И в четверг ноги, либо спину что-нибудь раз в неделю сделаю. И также в пятницу лучевая. И в субботу либо блок поделаю, либо борьба. Один из двух. Вы борешься регулярно, да? Есть с кем бороться? Бороться у нас в зале, в основном ребята не борются, избегают, у меня связки болят туда-сюда, не хотят бороться. И у нас не так уж часто проходит борьба. Я стараюсь из-за этого больше ездить на соревнования, там бороться с кем-то. А, например, перед чемпионатом мы, может, раз в неделю так соберемся, перед соревнованием чисто так побороться, а так у нас борьбы мало. О какой категории мечтаешь? То есть ты как бы планируешь еще набирать? Да, я планирую сейчас, но у меня так вес сейчас не растет, как бы. Я уже 3-й год уже 80 килограмм выступал на чемпионате мира. Ну, я в первую очередь хотел бы заслуженного мастера спорта сделать, в первую очередь. Потом уже планировать другие категории переходить. И в этом году я планировал вообще, думаю, больше вес, там, 85 или 90 перейти бы, хотя бы посмотреть, побороться. Но это еще есть время до июня. Если, на отбор Казахстана надо пройти для этого, 90 килограмм. Если я решусь, то я обязательно пойду. Что случилось? Болит, что ли? У него сегодня день голодания просто небольшой. Пост держу сегодня. После? Ты не ешь? Да, сегодня не кушаю. Один день. Не. Каждый год месяц постимся на Рамазан с Ирики. Месяц. И я так, как получается, понедельник, четверг иногда держу. То есть что ты в этот день себе позволяешь? Ничего не позволяет. Только вода. Утром, да. Нет. Вообще пост, у нас как бы мусульманский пост, он от христианского поста. Это слово пост, у вас оно называется пост, потому что постное только от слова как бы. А у нас пост имеется в виду вообще от всего. Отказаться. Ни питья, ни глотания слюны, никакой пищи, ни крошки, даже в зубах даже ковыряться нельзя, как говорится. Вот. Абсолютно отказ от всего. Под занавес нашего интервью выяснилось, что увлекается Алижан не только армрестлингом. В тот раз в Каменногорск поехал и с друзьями стал на лыжах, покатался, я падал, сальто, и один раз вообще там скатнулся. Короче, я поворота не знал, там я уже разогнался, не знаю, там 60-70 километров, наверное. Споткнулся бы, головой ударился. И после этого что-то желание пропало, потом думаю, так еще раз, потом потихоньку, за день я уже поворот все научился, и во второй день уже полноценно уже как нормально, как профессионал уже катался. Вот такой у нас сегодня получился неспешный, но мы надеемся интересный рассказ об одном из сильнейших рукоборцев Казахстана. И на этом мы прощаемся с вами. До скорых встреч!